Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную закладку крючком. Посмотрите, какая она красивая. Давайте рассмотрим ее поближе. Связана она на основе бабушкиного квадрата. 1, 2, 3, 4, 5, 6 квадратиков я связала, а на нижнем уголочке сделала бабушкин треугольник. На кончике выполнила вот такую кисточку. Делать ее очень просто. Вязать такую закладку легко. Каждый квадратик состоит из 3 рядов. Хвостики прячем сразу в процессе вязания, поэтому потом не нужно тратить время. И при провязывании следующего квадратика сразу присоединяем к предыдущему. Это классический бабушкин квадрат. В этом видео мы с вами подробно разберем, как его вязать. Чем мне нравятся такие закладочки, здесь я использую все остатки ниток, которые уже не хватит на какой-то большой проект, а именно вот на такие закладочки очень даже хорошо они находят здесь свое применение. Такие закладки можно связать и на подарки, и себе любимым. Если вам нравятся такие закладочки, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Я вяжу такие закладки из хлопковых ниток. Это Анна 16, можно и лилию брать, и рис, ну, такие нитки, из которых вяжем салфетки. И крючок использую 1,25. Длина такой закладочки у меня получилась. Вот без кисточки 26 сантиметров. Можно сделать шнурочек в конце, но это уже как кому больше нравится. Можно вязать и разноцветные, и одноцветные. Такие закладки будут смотреться красиво в любом виде. Можно сделать поярче, пестренькие. У меня тут спокойные оттенки. Светло-серый, пудровый и молочный цвет. Я люблю такое сочетание. И вот решила сделать и закладочку такую. Итак, делаем скользящую петлю. Вяжем первый ряд. 3 воздушные петли подъема, это начальный столбик с накидом. 1, 2, 3. Накид. Сюда же в скользящую петлю провязываем еще 2 столбика с накидом. Первый, второй. Итого 3 столбика. Далее 3 воздушные петли, арочка, 1, 2, 3. Немножко колечко сразу затяну. Накид. И в это кольцо провязываем еще 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. Вот эти арки из 3 воздушных будут у нас образовывать уголки квадратика. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и снова вяжем 3 столбика с накидом в скользящую петлю. Снова 3 воздушные, формируем третий уголок, 1, 2, 3, накид, и сюда же в колечко провязываем последний раз 3 столбика с накидом. Вот так. Это 4-я сторона квадратика. 3 воздушные, 1, 2, 3. Все, колечко можно затянуть за хвостик потуже. И теперь делаем соединительную петлю в вершину начального столбика с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема. Соединили. Делаем закрепочку. Нитку отрезаем. Первый ряд у нас готов. Вот такой маленький квадратик у нас получается.
И я всегда вот переворачиваю на изнаночную сторону и этот хвостик вплетаю в последнюю арку, чтобы, когда мы будем провязывать следующий ряд, его сразу обвязать и потом не надо было прятать кончики нити. Все, достаточно 2 раз. Когда будем провязывать второй ряд, у нас уже хвостик спрячется. Итак, вяжем несколько квадратиков сразу. Можно их делать разным цветом. Беленькие, серенькие у меня. Вот такие пудрового цвета. Приступаем к провязыванию второго ряда. Берем ниточку другого цвета и присоединяем к любой арке из 3 воздушных поближе к правому уголочку. Вставили ниточку, перекидываем хвостик. Все, прикрепили. Вяжем второй ряд. 1 воздушная петля у нас уже образовалась и еще 2 воздушные. Это начальный столбик с накидом. Накид. Хвостик этот сейчас мы сразу обвяжем новой нитки. В эту же арку провязываем еще 2 столбика с накидом, 1 и 2. Итого 3 столбика. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. И сюда же в эту арку провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Итого 6 столбиков. Далее 1 воздушная петля, арочка, накид. Переходим к следующей арке. Пропустили 3 столбика. И в эту арку также провязываем 3 столбика с накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3 для формирования уголочка. И еще 3 столбика с накидом сюда же в эту арку. 1, 2, 3. 1 воздушная. Переходим к следующему уголочку. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Подошли к концу ряда, провязали последние 6 столбиков с накидом в арку. 1 воздушная петля. И соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема с соединительным столбиком. Второй ряд у нас готов. Делаем закрепку, ниточку отрезаем и также вплетаем хвостик в последнюю арку. Еще можно в 1 столбик, здесь уже не принципиально. Вот что у нас получается. Берем квадратик следующий и также вяжем второй ряд и на остальных квадратиках. Но можно связать и потом их привязывать, это уже кому как удобнее. Так, вяжем 3-й ряд. Берем ниточку нового цвета, у меня это молочный. Присоединяем к угловой арочке из 3 воздушных петель, также ближе к правому уголку. Присоединили и вяжем 3-й ряд. 1 воздушную сделали, еще 2 воздушные, начальный столбик с накидом, накид. Сюда же в эту арку провязываем еще 2 столбика с накидом. 3 столбика у нас. 3 воздушные, 1, 2, 3 и еще 3 столбика с накидом сюда же в эту арку. Одна воздушная. Переходим к следующей арочке из 1 воздушной петли и в нее провязываем 3 столбика с накидом. Провязали. 1 воздушная. В следующую угловую арку также провязываем 6 столбиков с накидом посередине арка из 3 воздушных.
Все, уголочек оформили. Далее 1 воздушная петля, и в среднюю арку из 1 воздушной также провязываем 3 столбика с накидом. 1 воздушная, и снова формируем уголок. Продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арочку из 1 воздушной петли и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. Отрезаем нитку. 3-й ряд у нас готов. Вот такой маленький квадратик у нас с вами получился. Если хотите связать закладочку пошире, можно еще 1 ряд надвязать. Вяжется по такому же принципу. По уголочкам провязываем по 6 столбиков, угловые арки по 3 воздушные петли, а в арке из 1 воздушной петли провязываем по 3 столбика с накидом. И между этими группами также оставляем арочки из 1 воздушной петли. Так, хвостик сейчас я этот также вплету. Эти хвостики мы уже обвязали, их можно смело отрезать, никуда они не денутся. Так, первый квадратик у нас готов. Сейчас свяжем самостоятельно, начнем вязать 2-й квадратик, 1-й, 2-й ряд. И когда будем вязать 3-й ряд, встретимся и рассмотрим, как мы соединяем квадратики между собой, чтобы у нас получилась вот такая ленточка. Давайте свяжем 2 ряда и встретимся. Итак, мы уже начали вязать 3-й ряд следующего квадратика, и нам теперь нужно присоединить к предыдущему. Вот сделали 3 столбика в угловую арку. Далее у нас по схеме идет арочка из 3 воздушных петель. Мы делаем 1 воздушную петлю. Берем квадратик, вставляем крючок в угловую арочку и вместо 2-й воздушной петли делаем соединительный столбик. И еще 1 воздушная петля, это 3-я воздушная петля арки. Так, пока отставляем готовый квадратик и продолжаем вязать новый квадрат, и в эту же арку, откуда выходят последние 3 столбика с накидом, провязываем еще 3 столбика с накидом. Вот угловые арочки у нас между собой уже соединены. Далее идет арка из 1 воздушной, но мы ее не делаем. Пропускаем 3 столбика на квадратике на предыдущем, и в следующую арку из 1 воздушной делаем соединительную петлю. Это у нас как арка из 1 воздушной нового квадратика. Накид. Вяжем 3 столбика с накидом в арочку из 1 воздушной петли нового квадратика. И далее у нас снова идет соединение. Вставляем крючок в арку из 1 воздушной и соединительный столбик провязываем в эту арку. И далее у нас идет уголок, провязываем 3 столбика с накидом в угловую арку. И вместо арки из 3 воздушных делаем 1 воздушную петлю, соединяем в угловую арку предыдущего квадратика, 1 воздушная, и довязываем еще 3 столбика. В эту же арку доделываем уголочек нового квадрата. Все, 2 квадратика у нас между собой соединены. Продолжаем обвязывать до конца 3-й ряд делать. И в конце ряда также соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема. Так, вяжем ленту нужной длины.
А на кончике закладки я решила сделать треугольник. Также он вяжется по принципу бабушкиного квадрата. Единственное, что вместо 4 групп, как мы делали на квадратиках из 3 столбиков, я сделала 3 группы из 3 столбиков. Между этими группами также арочки из 3 воздушных. Это первый ряд. Во втором ряду вяжем также в каждый уголок по 6 столбиков. Угловые арки также по 3 воздушные петли. Но между вот этими группами я здесь сделала арочки из 2 воздушных петель, а не из одной. По этой стороне здесь арочка из 1 воздушной, чтобы у нас совместить 2 детали и была одна ширина квадратика. Третий ряд вяжем. Также здесь 3 столбика, а вот на боковых сторонах 4 столбика провязала. Но даже если будет и по 3, потом все разутюжится и будет также треугольничек у нас ровненько лежать. И вот эти арки также из 2 воздушных. Но можно сделать край закладки также из квадратика, не обязательно делать треугольничек. Но мне почему-то захотелось сделать остреньким вот нижний край закладочки. И вот к этой арке буду потом привязывать кисточку. Но можно кисточку также сделать и по ровной стороне, если делать не треугольничек. Так, ладно, сейчас доделаем нужной длины ленточку, встретимся и сделаем обвязку края. Итак, мы провязали ленту нужной длины, она еще немножечко растянется при блокировке, при влажно-тепловой обработке. И теперь, не отрывая ниточку в том месте, где мы закончили, делаем обвязку. Я буду делать обвязку этим же цветом, которым вязала 3-й ряд на каждом мотиве. Если делаете контрастную обвязку, также отрезаем ниточку, присоединяем нитку нужного цвета. Итак, делаем воздушную петлю подъема и в каждый столбик провязываем по столбику без накида. Подошли к арочке, в арку провязываем 1 столбик без накида. Теперь в соединительный столбик, которым мы соединяли 2 арки между собой, в следующую арочку угловую также, далее в 3 столбика по столбику без накида. Далее идет арка из 1 воздушной, в нее провязываем 1 столбик без накида, в следующий столбик также. Все, вяжем по кругу в каждую арочку. Не забываем, вот здесь соединительный столбик, доходим до нижнего края и также обвязываем аккуратненько столбиками без накида. Давайте обвяжем закладочку самостоятельно и встретимся. Итак, провязали последний столбик без накида и соединяем вершину начального столбика. Все. Закладочку мы обвязали. Сейчас спрячем хвостик нити и отпариваем нашу закладку. Вот что у нас пока получается. Нам осталось сделать кисточку на кончике закладки. Для этого складываем нитку в несколько сложений. Кто-то хочет попышнее кисточку, кому-то нравится, кто-то поскромнее. Здесь я буду делать не кисточку, наверное, как бахрома это. Наверное, вот такой густоты уже и хватит. Ну, сейчас еще разочек, ладно. Все, отрезаем. Складываем пополам. Взяла крючок потолще, вставляем в уголочек и все нитки. Так, здесь, наверное, нужно еще толще крючок, чтобы все подхватить. Вот этот хвостик вставлю.
Вот так. Расправляем и подравниваем все ниточки. Все, бахрома готова, кисточка. Закладка наша получилась красивая, нежная. Посмотрите, какая она нарядная. Мне кажется, будет очень приятно пользоваться такой закладкой. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!